Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартира. Я хотел бы записать вам инсектоидов, но на самом деле я уже столько траев попробовал записать этих инсектоидов, что поэтому я не особо хочу их записывать. И я, наверное, запишу охотников. Тут как раз есть тайт. Но либо же это будут охотники, либо же я с охотников перестроюсь уже в какой-то более интересный билд, но это мы уже как бы посмотрим, что к чему, куда почем, потому что, как обычно, если я буду загадывать наперед, то у меня не получится это сделать. Ну, я знаю вот этот вот закон подлости, знаете, вот как я говорил, если я скажу, что случится, этого не случится. Есть такая могучая фраза, я о ней уже 10 тысяч раз говорил. А знаете, кстати, что можно будет попробовать сделать? Можно будет попробовать собрать Луну. Короче, смотрите, это будут охотники, плюс Луна. Но если, конечно, будет идти. И я мантию 4 тира закину в Луну. Но если Луна будет, естественно, у меня в троечку, и довольно-таки ранее, и если она будет, соответственно, будет приходить. Если приходить она не будет, то я не буду пытаться ее собирать в тройку, тут насильно, скажем так. Поэтому придет в тройку, будут охотники, будет мантия, соответственно, будем собирать. Если этого всего не будет приходить, то, естественно, я этого и как бы и делать не буду. Ну, как бы, зачем оно надо, правильно? Я тоже так думаю. Какие предметы мне со старта нужны? Во-первых, в идеале это клевер. Скорость атаки, естественно, тут как бы гадалки не ходи, скорость атаки нужна прям позарез. Клевер, скорость атаки. Из второго тира мне желательно, конечно, чтобы упала гномья брошка, либо же молнии. То есть одно из двух. Но на самом деле, если так подумать, то еще маска берсерка неплохо зайдет. Если играть через Луну, то, соответственно, маска берсерка тоже хорошенько зайдет. Но чтобы играть через Луну, она хотя бы в двойку должна прийти. Ранее и в двойку. Возьму уровень. Я хочу поставить эгиду вот так. Ой-ой-ой. Бог ты мой, впервые с рандомного сундука мне упала нужная шмотка. Впервые. Обычно, когда я ролю вот этого второго тира шмотку, мне приходит какой-то бред полноценный. А тут я прям удивлен. Мне, во-первых, 2 палки со старта упало. Еще и молнии. Шикарно. Почему я рад за молнии? Это потом не за маску берсерка, объясню. Если что, то я эти молнии могу перекинуть в какого-то важного персонажа. Допустим, если у меня там соберется ВРК в двойку, то я, соответственно, эти предметы могу перекинуть в нее. И, естественно, от этого будет огромный плюс. А если бы был бы у меня мом, то мом я мог бы закинуть только либо в снайпера, либо же в луну. Вот как-то так. О, кстати, Мирана в двойку пришло. Ого. Ого! Ну, кстати, не будет ли у меня довольно-таки слабый стол вот такой? Но так как у меня, наверное, нету сейчас охотников, я пока оставлю предметы в Луне. Луна хорошо зачищает стол. Тут как бы гадалки не ходи, даже в единицу по такими шмотками она будет неплохо зачищать столы. Ну, я, конечно, сейчас буду наблюдать за этим импактом, но все же. $900 урона или 650. Ну, в принципе, если бы у меня в Миране были шмотки, то было бы больше. Ого. 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 Хм. Я пока поставлю 2 СФов. Посмотрим, насколько он как бы импакт сейчас внесет. Но если бы СФ у меня собрался в двойку со старта, то можно было бы СФ, в принципе, и в целом оставить. СФ это мощный керри. Особенно если со старта он пришел в двойку. Он даже намного сильнее будет, чем Разор. У них есть свое отличие, просто... Ну, короче, думаю, вы и так понимаете, в чем разница между СФом и Разором. Как бы тут не имеет смысла, чтобы я засрял сейчас эфир. Но вдруг кто не знает, давайте все-таки засрю эфир. Поболтаем пока что вот между раундами все происходит. Вот эти вот промежутки времени есть, где просто сидишь, наблюдаешь, грубо говоря. Можно, в принципе, и поболтать. Ну вот. Оп. Вот. Вы только что... Ну, вот, вдруг кто не знает, все видели вот эти вот полоски, да? И кто находится на линиях этих полосок, тот получит урон. А у Разора как бы в области. Ну и, соответственно... Ого.
Ого! Так я сейчас могу 3 охотников поставить. Ладно, я СФ продам. Там говорил о том, что... Ладно, забудьте. Там говорил о том, насколько импактовый сейчас СФ. В итоге я его на следующий раунде беру и продаю. Импакт. Я, кстати, закину сейчас шмотки в бруду. И вот как-то такой стол сделаю. В самом деле, мне вообще не идет сейчас луна, и я бы ее, наверное, продал. Но она не идет, и все. И что делать теперь? Почему я закирил бруду сейчас? Объясню. Во-первых, она мощная, она как танк, она неплохо танкует, у нее приятная скорость атаки. И, как мы помним, я на одном стриме показывал охотников плюс АМ, там, где он там за меньше, чем секунду нанес около 20 тычек в одну позицию, и это прям было мощно. Но что-то как-то на бруде этого я не наблюдаю, хотя скорости атаки у меня вполне много. Почему-то как-то слабее намного бруда выглядит. Странно. Очень странно. Интересненько. Я, кстати, впервые заметил, и заметил это конкретно сейчас, то, что когда раунд начинается, у бруды идет сразу откат способности. Я думал, она сразу юзает способность, как Эгида, но нет, у нее идет откат способности. То есть она на КД становится. Я-то думал, что... Ну вот, видите, у нее сразу пошло КД. Она не изнула паутинку, но у нее сразу пошло КД. Я почему-то думал, что она сразу юзает свою паутинку. Это либо баг, либо же это особенность. Вот я молодец. Ой, какой я молодец. На мгновение я только что подумал, что я могу выставить 6 охотников, а у меня нету 6-го охотника. Ну, гений. Непризнанный гений. Меня этот рыцарь вряд ли вынесет. У меня больше шансов, что чел с трентом вынесет. Ну, это посмотрим. Тут еще очень многое зависит от того, насколько часто сработают у меня эти тычки. Если тычки сработают часто, то проблем вообще не будет. Если же тычки будут срабатывать, ну, как мое везение на легендарные фигуры, то я буду проигрывать каждый раунд. Я знаю свою удачу, я знаю, о чем я говорю, если что. Если кто-то думает, что я какой-то бред несу, то нет. Все прекрасно видели, что на стриме, что просто, когда я там пытаюсь записать ролик, многие меня наблюдают. Просто смотрим, скажем так, в прямом эфире, как я записывать пытаюсь контент. Ну, сейчас довольно-таки неплохо. Неплохое усиление идет. Но мне бы 6-го охотника, а то уже как-то 10-й раунд, а 6-го охотника даже рядом нет. Даже не пахнет им, понимаете? Если бы хотя бы хоть какой-то запах этого 6-го охотника шел, то было бы еще нормально. А как-то его что-то нету. Что-то нема. А это проблема. Кстати, был такой рофильный момент как-то. Играл я на охотниках, думаю, такой, все замечательно, у меня 3 двойки, сейчас я заточу. Но у меня не было 6 охотников. И вот, у меня не сработали дополнительные тычки на охотниках, и я проиграл мобам. Хотя у меня было 3 двойки. У меня был орк с кабанчиком, у меня была Мирана, и у меня была, по-моему, ВРК. И с такими фигурами я все равно проиграл мобам. Вдумайтесь на мгновение. Вот просто вдумайтесь на мгновение. Я проиграл мобам, имея такие фигуры в двойку. Просто из-за того, что мне не упали двойные тычки с охотников. Нормально. Я так понимаю, там чел будет играть через кунг-фу, и у меня... Ого. Ого. И у меня будут проблемы. Кунг-фу это та синергия, которая уничтожает предметами, поэтому я ни грамма не удивлюсь, если он будет выигрывать, даже когда у него там останется 10 хп. Не очень предметы. Ну, в принципе, пойдет. Друида, естественно, нету. Энчей я не могу забузить, да. Угу. Знаете, какой бы я мог билд еще здесь собрать? Я бы мог собрать здесь билд охотники, звери, плюс чернокнижники. И, естественно, синергию Кира добавить сверху. Но посмотрим.
Если же здесь будут маги, то тут по-любому будут морские, как бы гадалки не ходи. А так как я недавно выпустил ролик с эгиды через полуорков, то я более чем уверен, что эти эгиды-полуорки будут почти в каждом лобби. Я тут уже бэтрайдеров наблюдаю зачастую, а тут я выпустил еще эгиду полуорки, очень приятный билд. Угу, не будут, угу. Спасибо. Наныл фуриончика себе. А что вы скажете, вот напишите мне сейчас комментарий, может кто-то тестировал, потому что я не тестировал. Что вы скажете, если гриттера добавить в охотников как баффера? Насколько это будет мощно? Насколько это будет в целом сильно? Угу. Угу. Короче, там будет один убийца. Это первое. Второе будет маг. Сказать, что это хорошо? Нет, это ничего не сказать, потому что у меня будет проблема. Дичайшие, скорее всего, будут проблемы, поэтому мне нужно будет их решить, и, скорее всего, буду решать их морскими. То есть, если у меня не упадет никакого там шаробезны, если у меня не упадет все такого, то мне нужно будет морские, чтобы я с морскими мог выносить этого проблематичного мага. Это... О! Наныл! Так, я выйду из инкама, у меня есть винстрик. Сейчас поставлю 6 охотников, и будет все замечательно. Так, вот так, отлично. Все, под 6 охотниками у меня сейчас такой ДПС будет. Сочувствую ребяткам. Ох, как я вам сочувствую. Сейчас будет разнос. В идеале, конечно, чтобы мне сейчас пришла еще медуза. О, нормально. На мгновение подумал, что меня сейчас охотники... Ой, охотники-убийцы разорвут. Но нет. Для меня очень опасен убийца. Не дай бог он там апгрейднется в 9 уровень, будет у него 9 позиций, он будет моих охотников разбирать просто, не знаю, как горячие пирожки. Буду играть через волшебников. Я думаю, ой, не, нормально. Я буду играть через волшебников, я думаю, все понимают объективные причины, почему я так буду делать. Если вдруг кто не понимает, то объясню. Играя через волшебников, я могу подстраивать свои билды. То есть я могу сделать 6 нежити, я могу 6 охотников, 6 нежити сделать. Могу же сделать 6 охотников, 6 морских и добавить энергию Киры. Я могу сделать 6 охотников, зверей, чернокнижники, через Киру тоже. Но, понимаете, играть через зверей, как по мне, тяжело сейчас, так как будут воины, скорее всего, какие-то, либо что-то такое будет, и через зверей будет довольно-таки тяжко играть. Хотя на самом деле, если так задуматься, то не особо-то и тяжко и будет играть. Потому что вы вдруг чего сможете перестроиться, вдруг чего вы закиритесь энергию Киры с хорошими предметами, вы этих воинов должны стирать в порошок. Хотя тут уже как повезет на самом деле. Вот на самом деле у меня до сих пор 10 винстрик, и в скором времени, я более чем уверен, мне его должны снести. Должны его снести, потому что у меня всего лишь 3 фигуры в двойку. Если бы у меня весь стол был в двойках, то я бы увереннее себя чувствовал. А так у меня куча фигур, которые в единицу. Хоть у меня есть баф 6 охотников, но тот же самый убийца может меня сейчас ваншотнуть. Это как пример. Так же самое, если придет котел сейчас магу в двойку, тоже будет у меня проблема. Так как магического дефа никакого нет, ничего такого нет. Но я, наверное, более всего опасаюсь это убийцу и кунфуиста. Кунфуист, ну, по объективным причинам все, я думаю, и так прекрасно понимают, почему его стоит опасаться. Кунфуист это тот молодой человек, который уничтожает предметами вас, и если у него будут хорошие предметы, то я буду сушить весла. Элементарно он закирит Марси под зверьми и просто снесет мне кабинет. Надеюсь, гномья брошка упадет. Давай, гномья брошка, пожалуйста, гномья брошка. Я не скажу, что это плохой предмет, но на 15-м раунде я считаю, это уже поздноватый предмет, который не нужен. Вот он реально не нужен. Там, кстати, Гарфюз какой-то интересный билд собирают.
Через ТБшку хочет играть. Ого. Ого. Это что-то интересненькое. Был бы у меня снайпер керри, был бы у меня момп, я бы уже снайпера закерил. Хотя... Вот луна не идет, заметили? Знаете, что будет самое смешное? Когда я луну продам, она будет приходить. 11 винстрик. Боже, такой шикарный старт. У меня давно такого шикарного старта не было. Отвечаю, давно. Так, у меня 4 двойки. Мне более интересно, что будет делать Гарфюз. О, Гритер через Террорблейда. Я когда-то тестировал Гритеров через Террорблейда, но когда это было еще Хрона. И скажу так, когда была старая Хрона Вайда, мне очень не понравилось. Это было максимально... О, то, что я говорил, смотрите, полуорки. Боги полуорки. У него сейчас слабоватые полуорки, но они, тем не менее, есть у него. Помните, я говорил, что выпущу ролик, эти билды начнут появляться довольно-таки часто. Ну вот, ребят. Вот. А, он ошибку сделал. Он на 6 уровне полностью сролился. И поэтому ничего не будет. Ничего не будет. Если бы он не полностью сролился, тогда бы шансы еще у него были. Бог-орк проблематичный. Короче, проблематичных фигур стало намного больше-то. Во-первых, кунг-фу орк. Он сейчас не особо опасен. Но, как я сказал, это дело всего лишь времени. Так как у него хп достаточно, денег достаточно, всего достаточно. Скорее всего, он не может вынести. Я, кстати, сейчас предметы лучше в охотника передал, потому что мне нужен таргетный урон будет. Что-то мне показалось, это ошибка. Меня Гритер вынес. Гритер вынес через Террорблейда. Серьезно? Забавно. Забавный это момент. Я пока волшебников ставить не буду, от этого нету никакого прока. Если бы у меня была медуза, либо же тайт, то, естественно, я бы поставил уже этих волшебников. Потому что волшебники, тем не менее, дадут мне деф, магический деф. А так как там Террорблейд играет через SF и Разора, это очень много магического урона. Плюс там еще есть маг, не забываем за это. Вот, кстати, рыцарь. Но рыцаря я как-то не опасаюсь. Я думаю, рыцаря я спокойно разберусь сейчас. Просто расстрел. Посмотрите, какой расстрел. Ра-та-та-та-та-та. Если бы у рыжего лиса были только что предметы Battle Fury, криты и тому подобное, он бы мог мне всех моих охотников снести. О, моя остановочка. А ты... Не, ну я, конечно, все понимаю, но какого-то охотника мне придется продать. Бруду я хочу оставить. Знаете что, мне, походу, луна уже не нужна. Я сейчас подумаю о том, что мне в действительности луна не нужна. Я, наверное, ее продам. Она на 20 раунде у меня всего лишь в двойку, даже никакого дубликата рядом нету. Поэтому из-за того, что у меня луна в двойку... Ну, короче, для луны в действительности мне много предметов нужно. Плюс у меня сейчас не упала гномья брошка, луна как-то будет немного бесполезно смотреться. Но вот то, что мне идет алхимик, это как бы огромный плюс. Я сейчас как бы оставлю ее. Но один охотник все-таки лишний у меня. И поставлю пока так. Я оставлю кабанчика в двойку. Ладно. Я оставлю кабанчика в двойку, потому что это танк. Это в первую очередь. Второе. У меня неплохой предмет сейчас 5-го тира упал. Но намного лучше было бы, если бы мне упал какой-то Мьёльнир сейчас.
так как скорости атаки мне будет, ну, не хватать. А вот Кристалл Призрака плюс Мьёльнир мне бы хватало вот с головой скоростью атаки. Ну, посмотрим. 4 морских я не просто так поставил, а из-за того, что, во-первых, там есть Гритер, у которого много магического урона было, плюс там есть маг. Поэтому я поставил морских. Мне нужно немного задефать себя. Плюс там есть еще, кстати, не менее слабый персонаж. Это не менее слабый персонаж. Это бог Орк, у которого есть крутилка. Извините, крутилка много урона наносит, если там правильные предметы. Боже, 4500 урона у Луны. Я хочу попробовать ее собрать хоть раз в тройку, раннюю тройку. И сделать этих охотников через мантию короля. Я думаю, это такой развал будет. Единственное, что мне надо это сделать таким образом, чтобы у меня было пару кристаллов призрака, он же Хайперстон. Вот, бог полуорк. Причем, ну, у него нету, конечно, Джаггернаута, но у него есть бог полуорк через ТНТ и тому подобное. То, о чем я говорил. Так вот, чтобы сыграть через такой билд, мне нужно, чтобы с фиолетового ящика упал с первого раза мантия короля. Если мантия короля не упадет с первого раза, то у меня будут огромные проблемы. Так как я много предметов... Ой. Вот то, о чем я говорил, мне урона не хватило сейчас. А вот, ну, возможно, если бы я закинул в охотника, то урона бы хватило. Гиро. Ладно, я Луну, наверное, продам уже. Поставлю Гирыча. И буду брать 10-й. Но тоже гирокоптера можно будет попробовать собрать под мантией короля. Хотя Гира будет классный только если его собрать в двойку. И Агоним нужно ему обязательно, потому что тычек не будет хватать. Не знаю. Что думаете? Вот напишите в комментариях. Охотники под Гритером. Это классная тема или бред? Ой-ё. То, о чем я говорил. Убийца собрал 9 убийц на 9 уровне. И ваншотнул всех моих охотников. Это плохо. Это очень плохо. Но сейчас буду ролиться. Надеюсь, найду раннего Тайда. Не, ну я думаю, гирокоптер будет бредовый. Будет бредовый, прям... Чтобы через гирокоптера сыграть... Ну, вот сейчас он... Сколько урона он нанесет? 3, 4... Ну да, смотрите. Как минимум, он должен быть в двойку. Это первый момент. Второе, ему нужен агоним. Так как у него ограничение по количеству тычек. Вот, как мы видим, он очень мало урона наносит. Да, он не под охотниками, там 8500 урона сейчас нанес. 10 тысяч урона нанес. Ну, короче, в любом случае его нужно собирать в двойку. Это первое. Второе, его нужно собрать не только в двойку. Ему нужен еще агоним. Третье. Ему нужна мантия короля. Без мантии короля, извините, будет ничего. Лондрейд мне не нужен, поставлю по Камерану. Я закину пока предметы в снайпера, хотя на самом деле лучше бы в Мирану закинул. Но у меня из-за того, что есть баф гномов, я поэтому поставлю пока в снайпера предметы. Потому что за каждую клетку у снайпера будет больше урона. Неплохо он настрелял еще урона. Мне нравится. О! О! Такое я одобряю. Мне еще Варлок пришел. Угу. Отлично. Так. Морской не нужен, волшебник.
Но в идеале А знаете, что я только что вспомнил? Я раньше играл через Медузу. Надо попробовать сыграть через нее снова. Собрать ее в тройку, дать ей синергию Киры. Она даже в двойку будет достаточно сильной. У меня на 26-м раунде сейчас... Ух, ух, ух. У, Хочу ли я Эма? Ну, блин, я через Эма уже показывал вот, охотников. И не факт, что мне мантия короля упадет. Ну пусть, короче, будет, он мне не мешает в любом случае. Я буду пока керить Медузу и играть через нее. Придет мантия короля, там я уже как бы разберусь, что к чему. Мне бы, конечно, чтобы сейчас на 30-м раунде упал камень Киры, и под камнем Киры я буду разваливать, ничего делать. Ну, магов я не опасаюсь, на магов вообще плевать. Вот, просто. Так. Ну, тут в действительности даже комментировать не нужно. Маги это маги, у меня фул морские. Вот и все. Алхимика. Ну, алхимика я буду брать. Алхимика я буду брать. Так, Гарфюст на гритерах через Террорблейда вылетел. Топ-8. Первый пошел. Ну, это было ожидаемо. Он хотел попробовать что-то необычное, но ТБ под гритерами не особо работает. Вот ТБ под троллями-ведьмаками еще хоть как-то, но в этой мете работают. Мне, кстати, возможно, Дискорд бы попробовать скипнуть и найти клевер. Хотя, если никто до 30-го раунда не вылетит, хотя я сомневаюсь. Ну, в общем, если никто до 30-го раунда не вылетит, то я потом предметы не смогу перековать. Самое опасное здесь сейчас для меня это вот убийца. С убийцами нужно что-то делать. Всех остальных я более чем уверен, я разберу без единого шанса. А вот с убийцами будет проблема. У меня никакого дефа против них нет, понимаете? Ни керасы, ни плиты, ничего такого. Ну еще кунфуист. Но у него пока не фул кунфу, не фул орки. Проблем у меня не будет таких серьезных. Кстати, а морские-то обалдеть как работают против АЭМа. Собираете 6 морских. Собираете 6 морских. АЭМ юзает свою ульту у вас. А вы такие ему на лицо выкатываете 6 морских. Отражаете весь урон, который он нанес. И ваншотаете весь его стол. Красиво? Я думаю, да. Так, ну мне... Объективно говоря, мне неплохо сейчас Медуза идет. А это как бы не шутки. Это как бы не шутки. Раз мне неплохо так идет Медуза, то можно попробовать ее собрать в тройку. Единственное, что убийца проблематичный. С убийцей будет морока. Хоть у него там сейчас и предметы не те, которые до этого меня загондрили. Кто не понял, в предыдущую нашу встречу с убийцей мне прилетело безоружие на моего мейнкерри, и из-за этого он меня так жестко вынес. Но сейчас обезоружия у него нет, у него есть башер. Но я думаю, что это не проблема особо. Ну, посмотрим. Полуорг. Только что полуорки рядом с Медузой такие... «Мяу». Ну, у меня 6 морских плюс 6 охотников. Я вообще даже бы не ощутил этого полуорка. Я его без единого шанса вынес. Вот бы не ошибку сделать. Почему я говорю, вот бы не ошибку сделать? Это из-за того, что я блинк отдал сейчас Тайду, чтобы он смог максимально быстро закастовать стан. Но мне моего Тайда могут ваншотнуть. Вот в чем проблема. Ну, кстати, там 9 магов. Ну, 9 магов это бред. 9 магов я никак не ощущу. Не ощутю. Не ощутю, не ощутю. Но, да. Ясненько. Минус 16 просто. Угу. То, о чем я говорил, проблема.
Идеально, если бы мне сейчас упал камень Кира. Было бы идеально. Просто падает камень Кира. Я закидываю все в медузу. Убийцы не смогут настолько... А, не, или смогут. Короче... Но я думаю, что не смогут меня настолько быстро вынести. А у медузы будет почти косарь урона с руки. И, соответственно, медуза будет нормально так накидывать им. У меня хороший предмет, у меня кристалл призрака. Он же Хайперстон. У меня криты. По идее, моя медуза должна максимально быстро их разваливать. По идее. Что-то как-то у медузы мало урона. Несмотря на то, что у меня есть Хайперстон, несмотря на то, что у меня есть криты, у нее очень мало урона. Вот, конечно, это классно, то, что мне упала мантия короля. Классно, но мне его некуда засунуть. Я, наверное, все-таки буду играть через медузу, поэтому я сейчас эти все предметы скипну. Доспех мне не нужен, мантия мне не нужна. Мантия бы хорошо бы мне зашла. Но алхимика сделать через мантию это какой-то бред. Это будет очень слабо. Очень слабо будет, плюс там есть башер, поэтому надо ролить и пытаться найти какой-то другой предмет. Ну, что я могу сказать по поводу уклонения? Как по мне, ну... Возьму маску. Как по мне, уклонение неплохой предмет, пока не нашли МКБ. Если найдут МКБ, то у меня будут проблемы. Ну, мага я не ощущаю, я уже говорил десяток раз, он мне вообще ничего не наносит, поэтому я его сейчас... Бум! О! 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 Убийца вылетел. Отлично. Что может быть лучше и прекраснее того, как вылетает убийца, а? Только как умирает нежить. Это намного приятнее. Тут... Я сейчас не хочу еще всех кучно делать из-за того, что есть кунфуиз через орков. Если я всех кучно сделаю, то есть шанс, что Манки Кинг мне палкой как по горбу надает. У меня аж слезы на глазах потекут. Я знаю эту подставу. Сейчас кунг-фу у него сработает несколько раз по тычке, и все. И минус весь мой стол. Хоть у меня и огромный стол, хоть у меня... Как... Как мне сейчас повезло. Манкин Кинг только что пытался закастовать... Пытался только что закастовать свою палку, но... Он не успел. А не успел почему? Потому что ему прилетел скилл Тайда. Вот почему он не успел сейчас закастовать свою способность. Ух ты. Ух ты! Тайд в двойку. Медуза. Ну, медуза, давай, медуза, медуза. Ну, снайпер это круто. Ну, медуза круче. Блин, мне надо 2 яйца, либо же 2 медузы. Хотя бы одна медуза и одно яйцо. Я пока оставлю так. Я пока оставлю так. Так, ну маг картинка, но если бы он не был сейчас картинка, то, скорее всего, бы игра закончилась. Ну ничего, тогда у нас еще один раунд с ним остался. Ну все, все, тут остался один маг, у меня даже никаких вот, ну, я его вынесу без единого шанса. Все. Ну, просто из-за того, что у меня есть, как бы, медуза. Ой, медуза, морские. Ну, медуза отчасти тоже есть. Блин, мне чуть-чуть не хотелось, чтобы медузу в тройку собрать. Как же это обидно. Жизнь боль. Жизнь боль. Жизнь боль, когда ты не можешь собрать медузу в тройку. Одной медузы не хватило. Одной. Всего лишь. Одной.
Это слезы радости. По-любому. Ну, как бы, да. Всё. Вот как итог. Он собрал разворов тройку, но это бы ему не помогло. Я думаю, все прекрасно понимают, почему. Добавить мне тут абсолютно нечего. Единственное, что я могу добавить, это то, что как же мне отлично шло. Давно мне так отлично не шло ничего. Вот реально с самого старта у меня хороший винстрик, у меня все замечательно, все прекрасно, потихонечку идем, апаемся. Единственный момент, если бы остался убийца, то, скорее всего, он бы меня выносил. Хотя, может быть, с текущими предметами он бы меня и не выносил. Но это не точно. Есть еще, кстати, кунг-фу орк, но кунг-фуист сделал проблему. Возможно, если бы он сделал 6 орков, тогда бы он смог спокойно всех и вся выносить. Ну, в общем, я как бы сейчас свое мнение сказал, а вот что думаете вы напишите в комментариях. А так, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий в поддержку этого ролика и канала, чтобы побольше оно в продвижении в массы вышло. А также подпишитесь на мой YouTube канал, плюс Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем спасибо и всем удачи.